И сегодня мы будем разбирать два девайса, два очень простых устройства. Это кофеварка Mokka, или как ее еще иногда называют гейзерная кофеварка, и кофемолка ударного типа. Всем привет! Вы на канале «С кофе по жизни», меня зовут Юрий Стремахов, и сегодня мы будем разбирать два девайса, два очень простых устройства, каждый из которых стоит в среднем от 10 до 20 долларов. Это кофеварка Mokka, или как ее еще иногда называют гейзерная кофеварка, и кофемолка ударного типа. У меня в руках Micma. Самая простая, это моя домашняя кофемолка, которой я уже пользуюсь много лет. И принцип работы у нее очень простой. Внутри вместо жерновов находится вот такой ударный механизм, один нож, который на большой скорости, вращаясь, разбивает кофейные зерна и дает нам возможность получить помол. Что хочу рассказать, что принцип гейзерной кофеварки изобрели довольно давно. Сделал это один англичанин. Он сделал это в 1833 году. Звали его Самуэль Паркер. Но этот принцип не был распространен и в Италии, скажем так, по этому принципу были сделаны первые стиральные. Было в ведро закладывали одежду, ставили штырь, и в этот штырь вода нагревалась снизу, поднималась вверх. Таким вот образом постоянно вода перемешивалась и стирала белье. И именно на это обратил один итальянец внимание, один очень известный на сегодняшний день итальянец с фамилией Биолетти. Если вы когда-нибудь покупали кофеварку Mokka, то вы наверняка слышали кофеварки с таким логотипом, Биолетти. Мало того, что у него очень известная фамилия, у него еще очень интересное имя, зовут его Альфонсо. И в 1933 году он запатентовал вот это простое, на первый взгляд, простое изобретение, которое позволяет нам приготовить хорошую чашку кофе. Даже после того, как он получил патент, не сразу кофеварки Mokka стали, скажем, обыденным инструментом для большого количества людей. И в первую очередь это один из самых популярных способов приготовления кофе на территории Италии. Только после Второй мировой войны кофеварка Mokka стала распространенным инструментом для приготовления кофе. Но связано это было еще и с тем, что технология эспрессо активно развивалась, а Mokka позволяла приготовить напиток, который по внешним признакам был очень похож на технологию эспрессо. Для того, чтобы вам было лучше видно, что я делаю, какие действия совершаю, я сейчас перейду на крупный план и буду детально показывать, на что стоит обратить внимание при работе с кофеваркой Mokka. Поехали! Итак, давайте по порядку. Я в первую очередь скажу, что моя цель и задача всегда получить наилучшую чашку кофе, то есть максимально качественную чашку кофе. Поэтому, если я собираюсь приготовить кофе на кофеварке Mokka, то в первую очередь самым важным, наверное, одним из важнейших здесь принципов, который повлияет на результат, это, конечно же, выбрать кофейное зерно. Не молотый кофе, а выбрать кофейное зерно. Можно, конечно же, купить уже готовый молотый кофе, но лучше помолоть кофе самому. И здесь возникает масса вопросов, потому что люди боятся, что кофемолки стоят дорого. И это реально так. Кофемолки стоят дорого. Поэтому я покажу на кофемолке обыкновенной, простой, моей бытовой. Вот смотрите, чтобы вы поверили, что это моя домашняя кофемолка. Здесь уже, видите, даже откололось стекло. Вот так. Видно, я думаю, что здесь уже нет стекла, потому что долго времени эксплуатирую. Что хочу рассказать про такую кофемолку. В первую очередь обращаю ваше внимание на вопрос безопасности. Вот вилка находится рядом со мной. Если вы какие-то действия совершаете с открытой кофемолкой, вы должны видеть, быть убеждены, что вилка находится у вас в руках. Потому что это серьезный вопрос, и кофемолка работает на очень большой скорости, большие обороты дает, поэтому можно серьезно повредить себе руки. Что еще? Эту кофемолку необходимо, так же как и любую кофемолку, обслуживать. Я использую специальное профессиональное средство и обслуживать следующим образом. Средство наносим на салфетку. Если сильно грязное, можно на саму поверхность кофемолки нанести средство. И вот этой салфеткой потом протираете обязательно все части, которые соприкасаются с кофемолкой. В данном случае крышка и внутреннюю часть самой кофемолки. Вы должны обезжиривать кофемолку, делать это нужно периодически. То есть это нужно делать не один раз, а, скажем так, ну хотя бы раз в неделю, если вы пользуетесь постоянно этой кофемолкой. Кофемолка внутри должна быть чистая, сухая, в ней не должно быть жирных разводов, иначе вы не получите эту чашку кофе
за который вы заплатили. То есть тот кофе, который вы заплатили, не факт, что он будет после помола иметь точно такой же вкус. Часто бывает, что в бытовой кофемолке помимо кофе еще любят смалывать специи. Ни в коем случае этого делать нельзя. Максимум, что вы можете смалывать в этой кофемолке, это только кофе, и иногда вы можете сделать там сахарную пудру. Все остальные вещи оставляют вкус. Почему? Потому что крышка у кофемолки пластиковая. И во всех кофемолках крышка в этих, она пластиковая. И этот пластик не отмывается. Если специи один раз попали в кофемолку, то в принципе все. Сама-то кофемолка отмоется, но вот пластик не отмывается, он будет пахнуть этими специями. На что обратить внимание при выборе вот такой кофемолки, бытовой недорогой кофемолки? В первую очередь на размер камеры. Чем меньше камера, чем ниже крышка, не выше, а наоборот ниже, тем качественнее и более однородный помол вы будете получать. Потому что когда камера большого размера, часто производители на это делают ставку, что у нас огромного размера камера, вы на самом деле не будете получать однородный помол. Поскольку кофемолка ударного типа в принципе не рассчитана на то, чтобы получать однородный помол. Все, я перехожу уже к работе с кофемолкой, поэтому вилку мне уже в руках не обязательно держать, я ее буду подключать и буду работать с кофемолкой, потому что первое, что нам необходимо сделать, это смолоть кофе. Кофе для заваривания в дальнейшем его в кофеварке. Значит, из чего состоит сама кофеварка Moka? Она состоит из верхней части. Здесь находится сито, такой фильтр, уплотнительное кольцо, резинка. Внутри находится штырь. Вот это и есть тот самый штырь, через который в дальнейшем будет подаваться кофе, гейзер. Есть ситечко, вот оно, ну и сама емкость для воды. Вот все, что вам необходимо, в принципе, знать про эту кофеварку. Да, есть еще клапан аварийный, в случае, если у вас перегреется, допустим, кофеварка, или если вы слишком плотный кофе подобрали, неправильно подобрали помол, пару будет некуда деваться, поэтому в данном случае, чтобы не произошло чего-то плохого, пар будет, скажем так, удаляться через вот это отверстие. Больше, в принципе, все. У меня кофеварка порционная. Я уже в предыдущих роликах, когда готовил турку, тоже говорил вам о том, что лучше всего всегда приобретать устройство для заваривания кофе, которое вам готовит одну порцию, потому что это самый лучший вариант, потому что весь вкус будет и самый правильный будет вкус. Поэтому первое, что я делаю, это смалываю кофе. Напомню, что у нас сегодня Куба. У меня есть вот такая ложка. Вот наша кофемолка. Ложкой набираю кофейные зерна. Это средняя обжарка. Почему выбрал Кубу? Потому что это довольно крепкий кофе с низкой кислотностью. И хороший получается результат вот этого кофе при заваривании именно в кофеварке Moka. Следующее, что необходимо сделать, это смолоть кофе. Значит, смотрите, здесь есть некоторая маленькая моя хитрость, которую я использую при использовании вот именно такой кофемолки. Значит, мы закрываем крышку, нажимаем на кнопку и отпускаем. Не держу постоянно кнопку, потому что если вы будете держать постоянно, то у вас помол будет неоднородный. То есть я делаю вот такими вот рывками. Тогда более однородный получается помол. Через какое-то время еще необходимо кофе внутри кофемолки потрясти. И опять не сплошным помолом, а вот такими импульсными, скажем так, нажатиями я делаю помол. Вам, думаю, видно, что там происходит внутри кофемолки, потому что здесь верхняя часть кофемолки, она прозрачная. Конечно же, получить однородный помол в этой кофемолке довольно сложно, поэтому все равно нужно иногда заглядывать. И сейчас еще довольно грубый помол. Для Moka нужен такой помол средний, ближе к тонкому. Что еще? Иногда вы можете молотый кофе засыпать вот в эту емкость, вот в это ситечко засыпать молотый кофе и его слегка уплотнить. Но я так не люблю делать. Я слегка просто разравниваю внутри кофе ложкой и все, не уплотняю. Тогда в этом случае вам нужно помол подбирать более тонкий. Если уплотняете, то, соответственно, помол можно чуть более грубый, для того, чтобы кофе хорошо заварился, иначе просто кофе плохо заварится. Так, ну что, уже близко к тому, что есть. Еще один недостаток таких кофемолок, это то, что вы не можете на 100% управлять помолом. Всегда это на уровне ощущений, каких-то интуитивных ощущений, что происходит. Смололся кофе или нет. Мне кажется, что практически кофе готов для нашей кофеварки.
Есть еще один принцип, который я использую всегда при заваривании кофе, каким бы способом я ни готовил, это, конечно же, свежий кофе. И в данном случае кофе недельной обжарки. Сегодня этот продукт, мне кажется, доступен для большого количества людей. В кофемолке остаются вот такие небольшие остатки молотого кофе. Я не рекомендую вам их забирать, да, только если вы не готовите турку, потому что там слишком тонкий помол, он уже такой прилипает. Ну, есть такая особенность, есть такой нюанс именно у этой кофемолки, поэтому не советую вам забирать эти остатки кофе. Помололи кофе, и сейчас будем формировать кофейную таблетку. Это очень важно, это то, на что стоит обратить особое внимание, когда вы используете кофеварку Мокка. Я предпочитаю не прессовать дополнительно, то есть не уплотнять чем-то дополнительно кофе внутри фильтра, а просто разровнять его максимально. Я делаю кофе для себя, поэтому можно это делать пальцами. Если вы делаете для какого-то вашего гостя, то, конечно же, лучше делать это вот рукояткой ложки. Каким образом? Можно вот таким вот образом разровнять кофе. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы максимально заполнить все пустоты внутри портофильтра. Портофильтр, вот это устройство, которое я держу в руках, тоже называется портофильтр. Вот для того, чтобы не осталось пустого места. Иначе, если такие пустоты останутся, то мы с вами, то вода, естественно, выйдет через вот эти вот пустоты, и кофе будет просто недоварен. Некоторая часть кофе будет недоварена. Все, вот буквально разровняли. Уплотнять дополнительно не нужно. Тогда есть вероятность, что у вас получится чашка кофе с пенкой. Значит, наливаю воду. Сколько воды нам нужно? Воды нужно налить до вот этого клапана. Внутри вы увидите, где он начинается, этот клапан. Нужно налить до этого клапана. Вставляю портофильтр в нижнюю часть кофеварки. Закручиваю верхнюю часть. Здесь должно быть чисто, сухо. И с исправной резинкой уплотнителем. И включаю горелку и начинаю нагревать воду. Я приготовил заранее стаканчик, в который буду кофе выливать. Значит, включаем горелку. Греть воду слишком быстро не нужно. То есть желательно, чтобы вода у нас нагрелась там примерно за 2 минуты. Я буду засекать на своих часах. Вот время, за которое вода должна нагреться. 2-3 минуты – это идеальное время для нагрева воды. Если вы воду нагреете очень быстро, то в конце у вас будет активное кипение воды, то есть она очень сильно закипит, и кофе у вас гарантированно будет горчить. Потеряете сладость, потеряете много интересных и вкусных моментов из чашки кофе, поэтому лучше греть воду постепенно. Когда воду нагреваете, крышечку лучше держать закрытой, но можно ее приоткрыть, просто будет больше времени на нагревание уходить, потому что все равно какое-то количество тепла уходит через открытую крышку, поэтому лучше крышечку закрыть. В самом конце я открою, чтобы вы увидели, как кофе заваривается, что там происходит внутри. Ну, внутри должен быть гейзер. В начале кофе должен обязательно идти с пенкой, тоже должно обязательно быть некоторое количество пены, потому что я не уплотнял кофейную таблетку, просто делал чуть тоньше помол. Если делать помол грубый, то, конечно же, нужно таблеточку немножко уплотнить, но не сильно, поскольку если сильно уплотните, то может вообще не завариться кофе. Если правильно вы все сделали, если помол правильный, если, скажем, вода нагрета равномерно, нет такого активного кипения, то вытекать кофе должен спокойной струйкой. То есть может немножко кофеварка поплеваться, в кавычках, но в конце. Вначале должно вытекать спокойными струйками. Так, у нас прошло чуть 1,5 минуты. Вот, и обращаем внимание на время. Вот из этого носика, я надеюсь, видно в кадре, вот здесь вот, должно вытекать спокойно. Такая пенка желто-коричневая из кофе. Ну, конечно, цвет пенки может зависеть от степени обжарки кофе. У меня средняя обжарка, поэтому должна быть такая желто-коричневого цвета. В конце, перед тем, как кофе уже начнет завариваться, вы услышите, что вода внутри кофеварки закипает. На мой взгляд, это единственный недостаток этой кофеварки, то, что вода закипает. Меняются, к сожалению, вкусовые параметры воды. Я горелкой регулирую специальное количество тепла. Вот, уже вода закипает. Не знаю, слышно вам или нет. Я вижу, как в клапане появляется небольшой. И вот пошел наш кофе. Вот он. Вот такая пена, красивая коричневая пенка вытекает. Я тепла уменьшаю, для того, чтобы это длилось на протяжении какого-то времени. Чтобы кофе не за 1 секунду заварился, а какое-то время. И в конце полностью выключаю. Вот у нас уже последние капли кофе в кофеварочке
вытекает. Ее нежелательно наклонять, конечно, лучше держать ровно. Вот я когда начинаю держать ровно, начинает кофе вытекать правильно. Наклоняете, кофе вытекает неправильно. И, собственно говоря, долго держать кофе в кофеварке не нужно, потому что он и так довольно горький и будет еще больше горчить. Вливаем его в чашку. Не так много пены, это в том числе зависит еще и от того, какую кофеварку вы используете, какого производителя. У меня самая недорогая кофеварка, самая обыкновенная, поэтому пены не так много. Вот такой вот напиток у меня получился в конечном итоге. Кофе довольно горячий, получился очень насыщенный, крепкий кофе. В принципе, из этого напитка можно делать американо. Если постараться немножко и подобрать более дорогую кофеварку, не такую, как у меня самая обыкновенная, то пенки на поверхности будет больше. Есть сейчас новая версия со специальным клапаном для того, чтобы именно было образование большое количество пены. Здесь пенка появляется, но поскольку кофеварочка очень маленькая, то есть пространства очень мало, вначале, когда заваривается, то вы видите пенку, но к концу заваривания, как правило, ее совсем немного. Вот это основные рекомендации, которые необходимо использовать при заваривании кофеварки Мокка. Что еще можно? В конце, когда вы разбираете кофеварку, у вас должна быть кофейная таблетка. Она должна быть плотной, не должна разваливаться, должна оставаться целой. Скажу, что аккуратно разбирайте кофеварку, потому что помимо того, что там есть кофейная таблетка, там еще находится некоторое количество воды. Вся вода на 100% не вышла из кофемашины. Я из кофеварки специально так делал, чтобы часть воды осталась, потому что когда вся вода полностью выходит, то кофе искажается, вкус кофе, он становится не очень приятным, не очень хорошего качества. Поэтому кофеварка еще горячая. Давайте разберем ее. Посмотрим, как у нас там дела обстоят с таблеткой. Так, раскручиваем. Вот наша кофеварочка. Не очень качественная таблетка. Скажу, что слабовато мы ее уплотнили. Она довольно влажная. Бывает и лучше.